Мне нужен был 3D принтер начального уровня. Дом не был доволен распиливанием и сверлением алюминия, необходимым для строительства с ЧПУ. 3D принтер может спокойно производить детали. Почему я выбрал Tronxy XY2? Был возможен только более низкий ценовой диапазон, но у меня были некоторые основные ожидания, поэтому я смогу обновить его по. У этого есть металлическая структура, даже если только 4 винта, врезающиеся в алюминиевые нити. ПОДД. Хотя этот принтер имеет зубчатый ремень и пластиковые ролики для линейных направляющих, я смогу распечатать необходимые отпечатки до того, как они будут изношены. 3,5 дюйма сенсорный экран более удобен в эксплуатации, в отличие от самосборных комплектов. Для исправных деталей меньше шансов, потому что это предварительно собранный полуфабрикатный принтер, и поэтому его можно вводить в эксплуатацию быстрее и быстрее. Он также имеет датчик накаливания и индуктивный датчик для Z-выравнивания. Когда я заказал его, он был доступен для продажи по цене около $200 США и был доступен для доставки в ЕС. После установки вертикального моста параллельное выравнивание следует проверить по крайней мере с одной металлической линейкой, но оно может быть действительно точным с помощью микрометра. Индикатор проверки набора. Не удалось установить панель управления из-за ограниченного пространства. Для более быстрого решения я заменил его имеющимися шестигранными болтами. Дополнение кронштейна блока питания было натянуто на подключенных концах кабеля на 230 вольт. Поэтому я временно добавил дополнительную гайку к проставке.
Основные тестовые измерения при включении питания, защитное заземление. Это было только частично из-за анодирования и покрытых винтов. Держатель катушки с нитью был размещен сверху, но только временно, как рекомендовано производителем. Вес качания слишком велик, что влияет на винтовые соединения принтера с вертикальным креплением. Нить накала проходит через датчик волокна. Завитый конец можно направить в отверстие, слегка отпустив ведущее фрикционное колесо. Когда вы прогреваете голову, вы можете видеть, что показания температуры в таблице отрицательны.
Причина заключается в проскальзывании кабеля на удлинителе кабеля к датчику тепла. Временно я привязал обе его стороны к нагревательному кабелю. Он не должен находиться рядом с кабелем большой мощности, но он проходит параллельно с ним. Для первой пробной печати я разработал линейную машину с ЧПУ в FreeCAD. В меню «Файл» вы можете использовать функцию экспорта для сохранения дизайна в формате Webfront Object. Вы можете обработать объектный файл с помощью программы, доступной на карте памяти, поставляемой с принтером. Вам нужно открыть экспортированный файл OBJ там. Из-за дыр я настроил модель с помощью Rotate. Все остальные параметры остаются на заводских настройках. Я напечатал обе модели. Я вставил медные гайки в спину, прикрутив две части на место. Вы можете использовать их без каких-либо дополнительных машинных работ. Одна из причин появления полос на отпечатке заключается в том, что я пропустил смазку резьбовых стержней. Для этого я использую графитовую силиконовую смазку.